Всем привет! Сегодня у нас стартует пилотная серия из возможной новой рубрики канала, где мы с вами будем выбирать лучшую масштабную копию десятилетия. Пока что ограничимся 43-м масштабом и начнем с самых низов. Это журнальная серия, наиболее популярные изделия среди отечественных собирателей. Я думаю, вам будет проще сориентироваться, глядя на журнальные модели, нежели если я буду показывать какую-то сверхдорогую ручную работу. Потому что там совершенно другой уровень, и эти модели сильно отличаются друг от друга, несмотря на высокую цену. Например, если взять старый Vector Models, который сейчас порой продают за 30 тысяч рублей, то он по уровню проработки не дотягивает даже до современной журнальной серии. И опять же, за эти 30 тысяч рублей можно взять современную ручную работу, когда открываются дверцы, рабочая подвеска, и модели выглядят совершенно по-другому. Но я думаю, такую серию тоже можно сделать, правда, надо подумать, как это лучше реализовать, потому что, опять же, повторюсь, там сложно выбрать фаворита, и нужно, опять же, ставить какие-то рамки по годам выпуска и по тематике модели. И также вы пишите в комментариях, какая, по вашему мнению, модель должна быть в данной рубрике, потому что у всех вкусы разные. Я покажу, что нравится мне и как я выбирал модели для сегодняшнего видеоролика. Брал кучку из 15-20 масштабных копий, и та модель, которая сразу приковывала мое внимание, становилась на стол для видеосъемки. И мы начнем с обзора ГАЗ-А, который выходил в рамках серии «Автолегенды СССР». Вполне хорошая масштабная копия, и мне нравится то, что она довольно аккуратно собрана и покрашена. И вообще, если говорить о старинных автомобилях, то они изначально стоят дороже, чем базовые модели тех же 70-х, 80-х годов. Например, у Neo серия Deluxe посвящена именно такой старой технике, и эти модели продаются за 110-120 евро, в то время как обычные модели продаются за 70-80. И обычно, когда мы говорим о старинной технике, то сложно сделать микроскопические детали, как, например, спицевые колеса, но тут вполне хорошая детализация, несмотря на то, что колесики полностью сделаны из пластика. И опять же, не стоит забывать, что эта журнальная серия, она особо не претендует на какие-то мега-модели. И также это довольно тяжелое изделие, потому что у модели массивный металлический корпус и металлические крылья. И когда берешь в руки этот небольшой автомобильчик, то сразу ощущается его вес. Это тоже тактильные ощущения, которые идут на пользу данной масштабной копии. И мне также понравилось то, что у этого автомобильчика съемный пластиковый верх, вполне хорошо проработан салон, правда, плашка из черного пластика, окрашенного в массе. Присутствуют педали, рукоятка переключения коробки передач и стояночного тормоза, также лепестки включения поворотников и стеклоочистителей, и у этой модели присутствует запасное колесо. Порой запаску зажимают, если в автомобиле она находится на днище, ее отливают вместе с плашкой нижней части автомобиля, а тут раскошелились, сделали нормальную полноразмерную запаску. Единственное, на этом автомобиле я добавил регистрационные номерные знаки, окрасил фонарик красной краской и также выхлопную трубу. Она в виде отдельного элемента, просто демонтировал ее, окрасил и поставил обратно. И также у этого автомобильчика отдельной деталью сделана рама. Она из пластика, но тоже придает модели более реалистичный вид. Вот такой автомобильчик, который займет достойное место в вашей коллекции, если вы собираете старую технику. И опять же, если говорить о цене этой модели, условно скажем 400 рублей, то за эти деньги лучшего аналога на рынке вы не найдете. Есть старые саратовские модели, у которых открываются дверцы, но они в плане проработки все же уступают этому новодельному китайскому изделию. Хотя саратовская модель тоже вполне хорошая, у нее нормальная детализация ходовой части, но опять же там более грубая форма масштабной копии. И следующий автомобиль — это Москвич 2141. Мне эта масштабная копия нравится как по дизайну, так и то, как она спроектирована. Вполне хороший жизненный бежевый цвет,
нормальные колесные диски по размеру. Зачастую на журнальных моделях встречаются переразмеренные колеса, и бывают колеса не похожие на настоящие диски автомобиля, но тут вполне нормальный дизайн колесного диска, сквозные отверстия. И единственное, на этой модели я поставил покрышки Ми-16, боялся, что оригинальная резина оплавит вполне удачные колесики, ведь, я думаю, многие из вас сталкивались с такой проблемой, когда по прошествии 3-4 лет оригинальная резина начинала дубеть, выделяла пластификатор, и он просто разъедал краску на колесном диске, и в запущенных случаях диск тоже приходил в негодность. И на этой модели я окрасил задние фонари и установил регистрационные знаки. И была проблема с покраской задней светотехники, потому что фары невозможно было демонтировать без повреждений, поэтому я стирал красный лак на собранной модели, заклеивал скотчем кузов, чтобы он не повредился, и потом уже впоследствии прозрачным лаком обозначил поворотники и выделил огни заднего хода. Вот такая вполне хорошая модель. Опять же, у Агат был вариант с открывающимися дверками и капотом, но те модели в большей степени чумеют. У меня было довольно много старых москвичей 2141, и из них сохранилось до сегодняшних дней только 2 модели, остальные или в трещинах, или полностью рассыпались. И следующая масштабная копия – это ВАЗ-2104, которая выходила в рамках проекта «Автомобиль на службе». И эта модель мне понравилась по многим причинам. Во-первых, у нее прекрасно сделана светосигнальная балка, и порой те наборы дополнений, которые есть на рынке, стоят намного дороже, выполнены хуже, чем на этом готовом изделии. И можно взять эту модель дешевле, чем различные аксессуары, снять с нее балку, использовать другие детали при доработке каких-то определенных моделей. Также у этого автомобиля очень хорошо сделаны колесные диски, и они окрашены тонким слоем, из-за этого виднеется вся фактура. Опять же, на этой модели я поставил покрышки Ми-16, они подходят на данный колесный диск, и у этой модели изначально были установлены регистрационные знаки. Также вполне хорошо проработана нижняя часть, отдельной деталью сделали глушитель, есть некоторые неточности, и почему-то конкретно на этой модели отсутствуют брызговики, хотя для них места присутствуют. Возможно, это конкретный экземпляр без брызговиков, возможно, на всей партии было так. Напишите в комментариях, у кого из вас похожая модель, установлены ли на ней брызговики, или это отдельный случай, просто бракованная масштабная копия. И следующий автомобиль – это трактор, который выходил в серии «Тракторы. История. Люди. Машины». И небольшой любитель сельхозтехники, но эта модель мне понравилась тем, во-первых, это был первый выпуск, у нее была очень привлекательная цена, 99 рублей, и, конечно, за такие деньги это более чем достойное изделие. И опять же, мало кто выпускает подобные трактора, и в основном, если их делают какие-то мастерские, там совершенно другая цена. А у этой модели вполне хорошая проработка двигателя, рабочего места водителя. Конечно, фары тут сразу на выброс, но не составит труда их доработать, поставить стекляшки, и также можно сделать какой-то агрегат и сцепить его с данным трактором, и тогда получится тоже вполне симпатичная диорама, если вы любите сельхозтехнику. И давайте я покажу вам следующий автомобильчик. Это грузовичок Баркас. И эта масштабная копия выходила в рамках проекта «Культовые автомобили Польши». И мне нравятся подобные необычные редкие автомобили, ведь если мы посмотрим на современные бренды, особенно высокого ценового сегмента, то там преимущественно какие-то суперкары, всем известные, Lamborghini, Ferrari, Audi, BMW, Mercedes. А почему-то вот такие автомобили соцстран производители обходят стороной. Конечно, я думаю, это связано с тем, что на эти модели будет очень ограниченный спрос, но тем не менее это частичка истории, и эти машины тоже имеют полное право быть на наших полках. И мне у этой модели понравилась аккуратная покраска и сборка. И, кстати, если сравнивать
этот журнальный вариант с более дорогостоящей модели от того же Шуко, то у этой масштабной копии не намного больше упрощений. И, конечно, это идет конкретно в данном случае на пользу. Вот так выглядит ходовая часть. Тут пластиковая рама, из металла только кабина, из-за этого модель очень легкая. Но опять же, грузовички смотрятся вполне симпатично. И если мы берем всю журнальную серию, то преимущественно там идут одни легковушки. А вот таких небольших фургонов тоже не так уж и много. Следующая масштабная копия — это реанимобиль на базе RAV. И если говорить о рафиках в журнальной серии, то это вполне хорошие, удачные изделия. Опять же, есть некоторые несоответствия, но за эту цену более чем нормально. И я помню, наш автопром грозился выпустить рафы тоже на базе модели от Ist, но до сих пор почему-то они не запустили их в серийное производство. И этот рафик мне нравится больше, чем обычные гражданские версии, тем, что у этой модели довольно много мелких навесных деталей. Также интересен сам прототип. У нас в стране такие рафы тоже трудились в 90-е годы, но, конечно, сейчас эти модели только частичка истории. И опять же, тут довольно хорошо проработан медицинский отсек. Его нужно окрашивать, но после небольшой доработки эта модель будет смотреться не намного хуже, чем более дорогостоящие изделия ручной работы. И две последние модели, которые я хочу вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика, это полицейский ВАЗ-2106, который выходил в европейской серии Police Cars Collection. Это модель от Atlas. И она по уровню проработки мне даже нравится больше, чем изделия от D'Agostini. Правда, у Atlas не всегда интересные прототипы, которые можно приобрести в коллекцию, но конкретно данная шестерка, на мой взгляд, получилась более удачно, чем в рамках российской серии «Автолегенда СССР». Тут милиция Санкт-Петербурга, я думаю, тоже для многих отечественных собирателей эта модель будет предпочтительнее, чем какой-то европейский аналог. Вполне хорошо сделана светосигнальная балка, также лучше, на мой взгляд, получилось сделать решетку радиатора, чем на российском издании. И на этой модели установили вполне реалистичные регистрационные номерные знаки. Обычно на российских моделях просто планочка с наименованием автомобиля. И у этой модели тоже более-менее нормальные колесные диски с колпаками, правда, они вместо хрома окрашены серебристой краской. И последний автомобиль, который хочу показать вам в рамках сегодняшнего видеоролика, это КАМАЗ-5320, который выходил в журнальной серии «Легендарные грузовики СССР». А D'Agostini серия уже канула в лету, сейчас на ее место пришел Мадемио, и у них тоже есть некоторые удачные модели, например, топливозаправщик на базе КАМАЗа, но в основном это просто упрощенная перепаковка старой автоистории, которая уже практически у каждого есть на полке. Этот КАМАЗ вполне аккуратно собран и аккуратно окрашен, довольно жизненный цвет, голубая кабина, и у этой модели изначально откидывалась кабина, правда, на журнальной серии ее закрепили двумя винтиками. И нужно было их открутить, тогда у вас был доступ к моторному отсеку. И опять же, можно сказать, что это отличная журнальная серия, но если посмотреть на более дорогостоящий аналог от автоистории и ССМ, то складывается такое ощущение, что эта модель изначально и затачивалась под журнальную серию, но потом без особых изменений перекочевала в более дорогостоящие коробки. И пишите ваши комментарии, какие, по вашему мнению, модели достойны данной рубрики. Возможно, у вас есть какие-то замечания по выбору моих масштабных копий. И также будет интересно узнать ваше мнение, конечно, аргументированно, не просто так, что эта модель хорошая, а это плохая. И вы можете написать ваши критерии выбора качественного изделия. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И также заглядывайте на мой основной канал. Там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.